фермер Джон всегда считал себя практичным человеком. Коров он держал ради выгоды. Он уважал их, кормил, лечил, но не видел за большими красивыми глазами ничего, кроме покорного животного инстинкта. Так было ровно до того дня, когда старая Марта решила преподать ему урок. Марте было 12, почтенный возраст для коровы. Она была матерью 6 телят, и ее рога были изношены временем. Но ее ум оставался острым, как осенний ветер. Джон заметил это, когда однажды утром пришел доить и увидел, что калитка в стойло открыта. Он точно запирал ее на засов. Рядом стояла Марта и смотрела на него с выражением, которое он про себя назвал довольной усмешкой. Джон закрыл калитку и поставил новый, более хитрый засов. На следующее утро история повторилась. Он запер калитку на цепь с карабином. На 3-й день Марта, ловко действуя языком, как пальцами, расстегнула карабин. Джон в изумлении вызвал ветеринара. «Это не чудо», — сказал доктор Шмидт, когда они наблюдали за Мартой. Недавно нашли корову, которая использовала метлу, чтобы чесаться, причем разными концами для разных частей тела. Коровы решают задачи, наблюдая за людьми. Они способны на гибкое обучение. Ваша Марта просто показала, что она умнее вашего засова, но Джон не спешил верить. Он решил проверить Марту на память. Он поставил кормушки в разных углах загона и каждый день клал лакомство в одну и ту же, но в случайное время. Марта запоминала расположение и шла прямо к ней, даже если кормушку передвигали. Она помнила место до недели. Ветеринар сказал, что исследователи доказали, коровы запоминают расположение источников пищи до года. Они лучше собак в некоторых тестах на пространственную память, добавил доктор. Однако по-настоящему Джона потрясла любовь Марты. У Марты была лучшая подруга, молодая Луиза, которую Джон привез в прошлом году. 2 коровы всегда паслись рядом, чесали друг другу бока и мычали особенным, низким тоном, когда находились вместе. Джон считал это совпадением. Но когда Луизу пришлось отправить на соседнюю ферму для осеменения, Марта изменилась. Она перестала есть. Она стояла у забора и часами смотрела в сторону дороги, издавая протяжный, тоскливый звук. При разлуке с подругой у коров падает уровень кортизола, но когда они воссоединяются, стресс уходит. Джон видел это своими глазами. Через 3 дня Луиза вернулась. И тогда случилось невероятное. Марта подбежала к воротам, и когда Луиза вошла, они коснулись головами, начали тереться шеями и издавать мягкие, воркующие звуки. Джон заметил, что у Марты выступили слезы. Он вытер их рукой. 2 коровы не отходили друг от друга весь день. Они даже жевали траву синхронно, лежа бок о бок. Джон сел на перевернутое ведро и задумался. Он вспомнил, как в детстве его бабушка говорила: корова помнит обидчика долгие годы. Тогда он смеялся. Теперь он знал, что это правда. Коровы различают лица людей на видео и связывают их с голосами. Они интегрируют зрительную и слуховую информацию, чтобы опознать знакомого человека. Они запоминают, кто с ними был добр, а кто бил. И они передают эту информацию потомству. Марта научила Луизу открывать калитку. Джон видел, как она показывала молодой корове, как языком сдвинуть засов. Луиза повторяла, и Джон удивлялся не меньше, чем тогда, когда впервые увидел Марту. Еще больше его поразила эмпатия. Однажды Луиза поранила ногу о проволоку, и Марта лизала ранку, нежно мыча, пока Джон не пришел с лекарством. Она будто чувствовала боль подруги. У коров это развито не хуже, чем у собак. Джон перестал считать коров глупыми. Он начал разговаривать с Мартой, и она отвечала разными интонациями. Она могла выразить радость, тревогу, просьбу. Он купил им обеим мягкие щетки на стену, и они чесались по очереди.
Он заметил, что они выбирают тех партнеров по стаду, кто им симпатичен, и избегают агрессивных. Все это было описано в статьях, но Джон теперь чувствовал это сердцем. Однажды зимой Марта заболела. Она лежала и тяжело дышала. Луиза не отходила от нее ни на шаг, отказываясь от еды. Джон вызвал ветеринара, и тот сказал, что это воспаление легких. Лечение было долгим, и всю неделю Луиза стояла над Мартой, как ангел-хранитель. Когда Марта встала, Луиза лизнула ее в нос, и Джон увидел, как они обе выдохнули с облегчением. Он поклялся, что никогда больше не разлучит их. Теперь на ферме Джона есть правило: он не продает подруг. Он знает, что коровы тоскуют в одиночестве, что их дружба снижает стресс и повышает удои. Он даже установил камеры, чтобы следить за их социальными связями, и заметил, что самые дружные пары дают больше молока. Ведь корова, которая счастлива, здорова и продуктивна. Однажды к Джону приехала внучка из города и спросила: «Дедушка, а коровы умные?» Джон посмотрел на Марту, которая как раз учила Луизу открывать новый засов, и ответил: «Милая, они умнее нас во всем, что касается любви. Они помнят, прощают, тоскуют и радуются. Просто мы не умели их слушать». А Марта научила меня, и он погладил старую корову по морде. Марта прикрыла глаза и замурлыкала. Нет, не мычала, а именно издала низкий вибрирующий звук, похожий на кошачье мурлыканье. Так коровы выражают полное доверие. Джон понял, что получил бесценный урок. И с тех пор он всегда смотрит на коров как на личностей с историей, характером и огромным, любящим сердцем. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Благодарим вас за просмотр. Желаем хорошего настроения и добра. До новых встреч!